Всем привет! Меня зовут Виталий. Мы будем сегодня с вами продолжать этот замечательный цикл толксов. Почему продолжать? Мы продолжаем серию толксов, связанную с сервисами. Если помните, в прошлый раз Алексей рассказывал о том, что такое AIF Document Services. Если кто не помнит, можете зайти к нам на сайт, собственно говоря, на Smart Talks, в YouTube. Информация выложена. Посмотрите, познакомьтесь, рекомендую. Дальше Виктория рассказывала сегодня замечательную презентацию о Sys-Operation Framework. Что такое AIF Custom Services? Это некий симбиоз того, что уже было впереди сказано. Да? И AIF Custom Services позволяет нам импортировать или экспортировать какие-то данные из системы. Причем экспортировать или импортировать не обязательно речь идет о каком-то физическом файле. Это могут быть запросы на лету, допустим, неких внешних сервисов, да, на то, как это работает. И сегодня я покажу один из сервисов интересный, который через стандартный inbound интерфейс что-то делает, что-то просит у Axapta. Итак, в Axapta есть кастом-сервисы. Документ-сервисы, напомню, они построены на том, что у нас есть некий документ, допустим, заказ на продажу, да, с шапочкой, с строками. Или же у нас есть справочник клиента. К этой табличке, к этой сущности мы можем построить неким образом запрос и на основании этого запроса сгенерировать некую структуру данных, выложить эту структуру данных в виде XML и пытаться импортировать, предположим, строки или экспортировать строки. Custom Services работает немножко по другому принципу. В основном он работает, когда у нас нет возможности построить запрос, например, в системе. Либо же, когда обработки очень сложные. Ну, приведу пример. Допустим, мы знаем, есть такая штука, называется импортная номенклатура. В 12-й Axapta ввели понятие такое, как продукт. У нас есть продукт, который может быть доступен для каких-то компаний внутри Axapta. И есть процесс, который называется релиз продукта в компанию. Соответственно, если нам необходимо импортировать некий продукт и выполнить его релиз в компанию, документ-сервисом выполнить это можно, но достаточно сложно. А кастом-сервисом с этим справляется намного. Кроме того, когда у нас какая-то логика замудренная, да, которую проще сделать кастом-сервисом. Я не знаю, я документ-сервисов боюсь, а вот с кастом-сервисами очень-очень подружился. Они достаточно простые, и я жалею, что подружился так поздно. Почему жалею, что так поздно? В том числе и потому, что вы знаете, недалеко тот день, замечательный 8 марта. А что у нас 8 марта? Правильно. У нас выходной 8 марта. А в мире будет Axapta 7. Axapta 7, официальная презентация, приходила как бы даже от Microsoft Украина приглашение, да, посетить данное мероприятие. Другое дело, что, ну я не знаю даже, поймут ли дома, да? А женская часть населения поддерживает. И да, будет интересно, если там женская часть населения в основном будет. И, собственно говоря, в Axapta 7 отказываются от AIF, в Axapta 7 отказываются от DMF. DMF это Data Import Export Framework. Почему мы все-таки про них говорим? Ну, причин много. Одна из этих причин, что бы мы с вами не смотрели в дальнейшем, по большому счету, это ничего иное, как некая переработка того, что где-то мы уже видели. Да? Поэтому я очень надеюсь, что какие-то хорошие вещи, которые удались у Microsoft в 12-й Axapta, они все-таки перенесут дальше и как это будет развивать. Пусть оно трансформируется неким образом, но тем не менее. Второе. Мы все с вами верим в светлое будущее этой страны. Это не важно. Сегодня, завтра, но. А в этой стране мы знаем, что как бы локализация грядет только через 1,5 года после официального запуска
седьмой акцент. Соответственно, эти 1,5 года нужно на чем-то работать. Я так полагаю, что Microsoft в качестве альтернативы будет предлагать 12-й акцент. А в 12-й акценте мы продолжаем изучение тех же сервисов. Что еще? Еще есть такая замечательная штука, называется support. Если вы даже не будете разрабатывать больше каких-то сервисов, никто не гарантирует, что вы не попадете на какую-то поддержку какого-то клиента, который использует 12-й акцент. Соответственно, ресурсы, где взять, где почитать, что интересно, тоже важно. Итак, AIF Custom Service. Назначение. Назначение – это отвечать на какие-то запросы извне, выдавать данные, либо поглощать эти данные, соответственно, обработал и положил в систему. Понятно? Все очень просто. Ну, например, кастом-сервисы, назначения, да. И пример системы, использование разных адаптеров. AIF у нас, напомню, с предыдущего раза. Сейчас я что-нибудь нажму хорошее. У нас есть такая замечательная штука. Это System Administration Setup. И здесь есть Inbound порт и Outbound порт. На этих портах мы можем настраивать наши сервисы. Эти сервисы мы можем видеть и настраивать наши сервисы. Эти сервисы сюда попадают, собственно говоря, как кастомные, так и не кастомные. И отсюда происходит ввод основных параметров. Какие основные параметры для запуска сервиса? Например, мы будем рассматривать с вами прямо сейчас, будем рассматривать кастомный сервис для импорта чего-то. Мы должны ввести его название, должны описать его и выбрать адаптер. Причем адаптер может в качестве адаптера для кастомного сервиса может быть файловая система, HTTP, MSMQ, если до сих пор используется NetTCP. Windows Azure Service Bus – это то, с чем я не работал, но, наверное, это тоже очень здорово, и мы к этому постепенно перейдем. Но сегодня хотел бы обратить внимание на то, что однажды написанный кастом-сервис, не только однажды написанный кастом-сервис, опять, однажды написанный сервис, документ или кастом, может использовать эти адаптеры. В случае с inbound портом получается такая ситуация, что мы написали обработку входящего какого-то XML файла. Этот файл заходит в систему и ложится в какую-то табличку. Все супер. А потом мы думаем, а как он будет работать? А мы говорим о том, что нам этот XML файл вообще нужно построить по технологии SAP, чтобы этот сервис дергался из внешнего .NET приложения, и чтобы эта информация попадала в AXAP и уложилась, мы говорим, не вопрос, создаем новый сервис, и в нем мы указываем адаптер TCP, NetTCP. И все, больше никаких изменений делать не надо. Универсальность этих сервисов в том, что мы описываем структуру. После того, как мы описали структуру, эта структура работает, должна работать со всеми адаптерами, которые здесь представлены. На последнем слайде будет описана тема, с чем столкнулись. Я расскажу об особенностях работы с портами, но идея такая, что мы пишем сервис, выбираем порт, какой нам адаптер, который нам нужен, и дальше все должно работать автоматически. После этого выбираем сервисные операции, которые необходимо, чтобы работали. Виктория показывала, как создавать сервисы, да, и показывала, как к сервисам привязываются классы выполнения. Вот мы их здесь и видим. Мы говорим о том, что ту или иную операцию будет выполняться с помощью этого сервиса, и он выполняется. И настраиваем дополнительные некие параметры. Алексей рассказывал об этих параметрах на документ-сервисах, как то на трансформациях. Одна из самых популярных вещей, с которыми мы сталкивались, это трансформация. Когда у нас приходит XML-файл одного формата, и прежде чем его импортировать, нам нужно его привести к другому формату. Для этого самый простой способ использовать это XSLT трансформацию. Ну и так далее.
Здесь немного параметров, и мы о них тоже поговорим. Что происходит, когда и как вообще запускается сервис inbound? Все очень просто. Когда вот есть настроенный сервис, допустим, вот этот, в качестве примера, да, что у нас есть? Есть имя, есть некий сервис, который выполняется, есть папочка, которую этот сервис сканирует. Для запуска этого сервиса необходимо выполнить 4 операции. Эти операции можно настроить в батче, для того, чтобы они выполнялись автоматически с какой-то периодичностью, либо можно написать job, который будет их выполнять. А что именно? Первая операция, которая выполняется, мы обсуждаем inbound port, выполняется чтение данных в очередь AIF. У AIF есть очередь выполнения, и первая операция – это чтение данных. Он идет по этому порту, говорит: ага, у тебя физические файлы. Давай мы пойдем в эту папочку и заберем все, что в этой папочке есть. Забрал, положил в очередь. Вторая операция, которая выполняется, это запуск вот этой очереди на выполнение. Эта очередь, она знает, каким классом и каким обработчиком должна выполниться. Она запускает класс, выполняется некая обработка этого XML-документа, и все замечательно. Результат ложится в очередь на выгрузку. Как то файл успешно заимпортировался или файл неуспешно заимпортировался, да, с каким-то результатом. Третья операция, которая выполняется обработка аутбаундных сообщений. То есть он в сервисе outbound проверяет, и если, допустим, видит, что необходимо что-то выгрузить, на выгрузку опять ставит в очередь. Четвертое, что он делает, он сканирует очередь на предмет выгрузки сообщений, которые стоят в очереди на выгрузку, и выгружает эти все сообщения. В данном случае, если мы написали о том, что нам нужен response адрес, и указали папочку, это значит, что ответ об удачном или неудачном импорте и экспорте, он будет положен непосредственно в эту папочку. Понятно, да, структура? Взяли, положили в очередь, обработали, получили ответ в очереди, очередь выгрузили файл. Случай использования inbound порта. Пока да? Ну и ладно. Рассмотрим самый простой пример построения сервиса. Итак, мы говорили с вами о том, что это очень-очень похоже на такую замечательную вещь, как Sys Operation Framework. Вы помните, да? И для того, чтобы далеко не ходить, мы с вами рассмотрим работающие примеры из рабочей системы. У нас есть такая штука, называется Price List Service. Price List Service – класс, который берет какую-то информацию из XML файла и эту информацию ложит в табличку Price Disk что-то там. Для того, чтобы это выполнить, мы сделали метод, который называется Create Update Price. Вы помните, Виктория рассказывала про атрибут SysEntryPoint? Вот этот атрибут. Мы поставили SysEntryPoint атрибут, который говорит о том, что этот метод используется в качестве точки входа в сервис. И когда мы будем выбирать сервисные операции, создавать сервис, выбирать сервисные операции, будут отображены сервисные операции, которые входят в SysEntryPoint атрибут. Дальше. Второй AIF Collection Type атрибут показывает нам, какого типа дата-контракты мы будем загружать. Что такое дата-контракт? Вы поняли? Это класс, в котором есть данные. Да? То есть объявлены поля. У этих полей есть определенные атрибуты. Как тут? Если мы посмотрим на этот класс, дата-контракт, он очень простой. У него есть, мы уже сегодня видели, да, этот атрибут называется data contract атрибут.
Дальше мы говорим о том, что у нас есть некий набор полей, который нам необходим для импорта. И у нас есть парм методы, которые дают возможность доступа к этим полям. У парм методов есть атрибут, который называется, допустим, дата метод атрибут и название атрибута. Соответственно, когда мы будем хотеть импортировать XML, мы будем ожидать увидеть в XML будем ожидать видеть тег с таким именем. Если мы посмотрим, допустим, на XML, который будет импортироваться, вот он, мы видим о том, что у нас account group, вот он этот атрибут. Мы видим account section. Атрибут должен называться account. Смотрим. Атрибут называется account. Нет, то account, там... Пардон, account пустой. Смысл в том, что в дата-контракте через data-member атрибут мы описываем теги XML, которые будем импортировать. Соответственно, наш класс declaration описывает о том, что это price record. Если мы посмотрим на XML, который мы импортируем, мы говорим о том, что так вот он, это наш price record, вот он, вот его структура. У нас получается есть что? Есть дата-контракт, который описывает XML. Правильно? Но рекордов же у нас много. И эти много рекордов приходят нам в виде листа. И мы говорим о том, что этот лист в себе содержит вот эти дата-контракты. И самое интересное, что при этом не нужно распаршивать этот XML. И когда мы получаем этот лист, мы знаем, что в этом листе система уже все распарсила, лежат отдельные записи. Запись номер 1. Я сейчас вижу. Запись номер 1. Первая запись из XML, запись номер 2, вторая запись из XML, запись номер 3, третья запись из XML. Пока понятно? Дата-контракт, в котором мы описали XML-теги, и XML, который я приводил в пример. Они должны совпадать. К XML есть определенное требование, не очень такое приятное. Это то, что у него теги должны идти в алфавитном порядке. Если они идут не в алфавитном порядке, вы получите ничего. Ну, то есть теги будут не заполнены, вы получите пустоту. Я думаю, что это последствия реализации определенного класса разработчиками подобного рода систем. То есть я думаю, что были разработчики, которые ленивые, которым было немножечко лень или время ограничивало, или еще чего-то, и они это, собственно говоря, пропустили. Поэтому мы это правило соблюдаем, и у нас все работает. Дальше что внутри мы получаем? Мы получаем этот лист. Из этого листа мы берем элементы. И наш дата-контракт получили текущее значение. И дальше уже работаем с конкретным дата-контрактом, выполняем какие-то обычные операции. Вставки, проверки, там чего угодно можем выполнять. Если нам интересно получить ответ, то ответ мы можем готовить в специальный дата-контракт, если интересно. Если не интересно, то будет. Тогда ответ будет сгенерирован системой автоматически о том, что никакого ответа нет. Когда система импортирует, если есть ответный дата-контракт, он показывается. Если нет ответного дата-контракта, система в логах, аифовских логах, говорит о том, что данный файл был импортирован. Все, точка. Успешно, неуспешно, это уже абсолютно второй вопрос. Файл, когда в систему заходит, он исчезает и, ну, грубо говоря, он никуда не сохраняется. Я сейчас покажу эту очередь и отвечу на вопрос, который здесь есть. А что в таком случае описывает атрибут AIF Collection атрибут? Значение отличается от значения Data Member атрибут. Я не совсем понял вопрос. У нас есть AIF Collection атрибут, который описывает, что вот во входящей переменной будет price list. Этот
прайс-лист из аксаптовских листов мы получили из XML. И дальше мы его каким-то образом отрабатываем. Как они понимают, какой тег? Какой тег начинает? Ну, или записывают структуру. Вот он. Прайс-лист, видишь? Прайс-лист. Прайс-лист. Вот он прайс-лист. Вот он прайс-лист. Говорит о том, что начиная с этого момента, вот эти вот все записи, это прайс рекорды. И он их всех читает. Если захочется вложенную структуру. Вложенные структуры тоже не проблема. Ты просто говоришь о том, что у тебя есть лист, описываешь переменную в data contract лист, объявляешь тег, который называется if collection type attribute, и делаешь на него par метод, и тоже прописываешь о том, что вот с этого момента начинается. Я могу показать. Inbound порты, допустим, у нас есть, ну вот входящий, допустим, вот этот XML. Очень простой. Retail gift card table. Внутри у него retail gift card transaction. Входящий. Да? Соответственно, реализация выглядит следующим образом. Сейчас. Ой, извините. 2 секунды. Карт. Импорт сервис и create gift card. Да, вот он, это data contract. Есть. У него есть парм, который называется transaction list, который описывается вот такой штукой, transaction list. И он представляет из себя другой data contract. То есть data contract описывает лист входящих в него data contract. И такая вложенность может быть сколь угодно больше. Да? Так, вопрос. Давайте сделаем так. На эти вопросы мы вернемся и в конце темы попробуем ответить. Где 2, где не 2. А сейчас пройдем дальше. Угу. Есть. Таким образом, что получается? Мы положили XML, подготовленную правильно. Сказали, настроили порт. Сказали о том, что ты уже не XML, а лист. К нам приходит лист, который система распарсила, и мы дальше обрабатываем этот лист нативным для Axapta способом. Мы не смотрим, что во что входит. Мы получили лист, элементов которого являются другие листы или какие-то элементы конкретного типа. Да? Получили импорт, импортировали, и мы счастливы. Что где? Так, что где? Да, где-то так. Вот, что у нас дальше? Использование разных адаптеров. Пример в системе и использование SAF. При этом, если с файлом плюс-минус все понятно, то есть мы понимаем эту сущность файла, мы сформировали XML-ку, да, мы видим эту XML-ку, мы отдали системе, мы получили, наверное, какой-то ответ. Я не показал ответы и не показал такую замечательную вещь, как очередь. Сейчас покажем. Очередь сообщений у нас здесь же. Вернись, я все прощу. Очередь сообщений у нас здесь же. У нас есть где? В запросах. Переводик. Query Manager. Query Manager как раз позволяет нам посмотреть, какие сообщения сейчас у нас в очереди. Что вот это вот сообщение, допустим, то, которое on hold, оно готово выгрузить, но его почему-то задержали. Ну, по какой-то причине. И у нас есть history, что в каком порядке импортировалось.
Соответственно, с какими результатами? Если вы видите, здесь confirm purchase order. Чем хорошо? Тем, что в этом confirm purchase order можно посмотреть документ log. Пардон. Документ log. Нет. Сейчас я найду что-нибудь свое. Нет у меня. Ну вот, допустим, это документ лог. Да. И здесь нам представляется XML, который входил, но имя файла мы потеряли. Почему я на это делаю акцент? Потому что, когда мы пытаемся сделать обмен данными между двумя системами, очень часто для нас важно имя файла. То есть мы не только сущностями импортируем, но импортируем еще и файлы. То есть у нас не сущность, допустим, заказ на продажу 28, да, а файл, который может содержать в себе много заказов на продажу. И нам интересно, какой файл провалился, либо не провалился. Вот эта информация про файл в АИФе, ну, так не очень хорошо сделана. Соответственно, мы можем оперировать больше сущностями, что из этого, когда импортируется какой-то файл, мы говорим о том, что импорт удался с вот такими номенклатурами, импорт не удался с такими номенклатурами. А дальше уже этот ответ необходимо будет отрабатывать. Но сам файл физически удаляется, он в системе сохраняется только в виде лога. Дальше, последняя вещь, это exception. Какие exception оно дает? Здесь есть в периодике exception, и мы можем видеть, что, допустим, было плохо. Есть что-нибудь нехорошее? Не знаю. Ну вот, допустим, cost center web is not valid dimension for value. Те ошибки, которые происходят, если, допустим, мы пытаемся заимпортировать, что Виктория сегодня показывала пример, когда мы Sys Operation Framework что-то делаем, да, система нам выводит сообщение, то AIF работает в бэкграунде, он работает в фоне, и все сообщения, которые он делает, он не может пользователю показать, потому что пользователь это внутри системы, да? Соответственно, он эти сообщения коллекционирует, накапливает где-то, а на это где-то мы уже можем стандартными средствами, допустим, алерты наложить и сказать о том, что если ошибка, прислай мне сообщение. Ну, это уже дальше просто. Вот. С этим хорошо. Следующее. Какое сообщение у вас не прошло? А это зависит от конкретной реализации. Потому что, по сути, получается, он инфолог, который мы можем увидеть, он его просто ложит в лог. А дальше, если, допустим, мы говорим про кастом-сервисы, мы пишем специально, вот в нашем случае, да, мы писали специальный response-файл, response data contract, который ложился в специально отведенную папочку. Ну, пример. Допустим, папочка output, и вот есть у нас примеры о том, как прошел импорт или не прошел. И как вы завязываетесь? Клиент поставил себе что-то наподобие бесталка, сервер, но только называется он по-другому, к сожалению, я не помню, но это не важно. И они сканируют эти XML-файлы на предмет вот этих тегов, валид, не валид, и вычисляют, выкусывают куски сообщений, и для себя уже делают какой-то анализатор. Нам это, в принципе, не важно. Поэтому запуск делают? Да, Message ID это то, что вошло в систему. И Аксапта генерирует, но по ней можно и входящую информацию вытащить, и исходящую. Но вот это те наши проверки, которые мы делаем сами. Мы делаем сами и формируем вот дата-контракт, который называется response. Ну, а внешняя система определяет как раз такое свое сообщение, которое отправила, по этому кто-то видит, да? Никак. Она просто говорит о том, что вот здесь у нас есть сообщение, ошибка какая-то. Но это может неудачный пример. Давай посмотрим по удачный пример. Ну, а как вот конечный пользователь поймет, какое сообщение шло речь? Ну вот, например, validation succeed for one card, ID и так далее. То есть прописаны вот какие-то ID-шники. Я же показываю девелоперскую систему. Здесь как бы есть еще и часть
того, что, как это сказать, не всегда полностью отображает конечную информацию. Но вот эти вот айдишники, допустим, ATEST01 это ID как раз gift ваучера, который заходил. То есть вы... Они сами трассируют, они сами каким-то образом это вычленяют. Им это нравится, и как бы нас это устраивает. Вы оперируете сущностями, которые портятся, да, Да, сущностями. да, именно айдишниками сущностями, а не файлов. Тогда они понимают, что вот эту сущность, наверное, нужно экспортировать еще раз или что-то с ней сделать. Когда контроль уникальности происходит загружаемых объектов, здесь же? Это зависит от той логики, которую мы прописали. То есть ты рассказываешь мне, как входящая сущность должна себя проверять. И тогда я пишу, проверяю то, что, допустим, retail gift карты мы когда загружаем, мы смотрим, если этот айдишник уже использовался, значит я генерирую респонс о том, что этот ID уже использовался. То есть в данном случае как раз программист занимается генерацией этой штуки. В отличие от документ-сервиса, в кастом-сервисе мы должны сделать еще маленькую рутинную работу, связанную с сериализацией и десериализацией. Если мы понимаем, что такое сериализация и десериализация, да? То есть мы должны из наших вот этих сущностей, которые к нам входят, что-то сделать конкретно. И если мы рассмотрим, предположим, тот же price list сервис, то у него есть метод. Нет, не у него. Это в outbound интерфейсах, когда мы пытаемся что-то выгрузить, мы как раз пытаемся сформировать XML-файл, который должен выйти. И в этом случае мы должны перекрыть метод, который, во-первых, написать этому сервису о том, что он должен быть AIF customizable сервис. Спасибо большое. Вот, и перекрыть ему замечательный метод, который называется... Где? Я же видел его. Ну, нет, не вижу. Нет, это как раз в дата-контракте мы говорим о том, что у нас дата-контракт поддерживает AIF Serializable. Я, видите, как давно уже не делал. И в этом Serializable, когда мы делаем output, мы выгружаем, да, мы наши объекты сами напаковали в листы. Теперь нам нужно сформировать XML. Если в кастом сервисе это XML формируется на основании структуры запроса, то в документ сервисе на основании структуры запроса, то в кастом сервисе мы сами должны отслеживать, что зачем. И поэтому пишем такой метод, который называется serialize. В этом методе serialize мы описываем, идем по вот этому листу дата-контрактов, который мы выгружаем, и описываем о том, что сначала идет продукт, вовнутрь продукта входят company, продукт ID и так далее. Ну, понятно, что это все макросы, которые там объявлены каким-то образом для того, чтобы красивенько писать. И выгружаем данные о том, что, допустим, sales unit, взять из этого дата-контракта parm sales unit. Когда мы выгружаем дата-контракты, мы XML и формирование XML за XML отвечаем самостоятельно. Ну вот так, в таком виде. Понятно? Все. И теперь по поводу аутентификации и по поводу SOAP. Есть такая замечательная штука, называется SOAP UI. Что она позволяет делать? Она позволяет получить доступ к веб-сервису и через этот веб-сервис писать какие-то запросы и получать какие-то ответы. Я сейчас покажу маленький кусочек, как с API получаем доступ, допустим, к тем объектам, которые мы там, я не знаю, можем посмотреть с другой стороны. SOAP UI замечательная штука, единственное, с чем она неудовлетворительно работает, это с Windows аутентификацией. Поэтому временно, допустим, для какого-то интерфейса мы сделаем на уровне IISA, а мы вот этот интерфейс сети VG01B сделали его как порт HTTP, совершенно верно, вот он.
Вот, и вот у нас этот порт есть. Мы даже по этому URL можем перейти. Так. Где наш интернет Explorer? Когда мы переходим, у нас спрашивается логин с паспортом. Вводим логин с паспортом. И видим структуру этого запроса. Мы видим о том, что у нас в него входит вот этот VSDL сервис, вот этот VSDL сервис, и работает вот этот импорт сервис. И так далее. Описывается стандартная SAAP структура. Эту же структуру можно получить через SAAP UI более удобно. Единственное, что придется отключить Authentication. Вернее, включить анонимность. Перезагрузим быстренько AIS. Напомню, что AIF у нас работает через сервис Internet Information Service. Он создал дополнительный пул. И если, предположим, мы делаем наш сервис как HTTP, то при этом он публикует это приложение, эти DLL-ки на HTTP сервисе. Так, перезагрузилось. Замечательно. Теперь мы можем сделать project. Create new SAAP project. Тест. Ctrl-V. Нет, не Ctrl-V. А вот это надо. Нам ссылка на VSDL нужна. Окей. Вот мы получили ответ от нашей Аксапты о том, что вот по вот этой ссылке сейчас работает метод, который называется create gift card. Этот метод мы можем вызвать и сформировать для него XML. Причем в XML, если верхняя часть это как специфичная часть связана с правами доступа, пароль, там, служебная информация, которая сейчас нам не интересна, то нижняя часть это уже тот XML, тот data contract, который мы с вами видели. Видите? Gift card, data list, retail gift card table, баланс, buyer name. Вот он buyer name. И если мы, не в этом случае, потому что все сложнее, если мы возьмем, предположим, и вот эту структуру попытаемся передать в SOAP, давайте я сейчас открою рядышком, чтобы было видно. Вот. Раз и раз. Да. И нажмем вот эту замечательную кнопочку Run, то SAAP нам вернет нашу XML-очку. То есть нам вернет ответ в виде XML-очки о том, как он обработал ту информацию, которую мы ему передали. Понятно? Таким образом, мы, если в Аксапте, предположим, нужно какой-то сервис .NET пишет, и нам нужно понять, как с ним работать, SAAP UI замечательная штука, потому что без программирования можно передавать параметрами какие-то запросы, получать какие-то ответы, и в Аксапте тогда уже дальше реализовывать без дополнительного программирования. Таким образом, Аксапта через HTTP интерфейс позволяет нам, через HTTP и TCP-NET, NetTCP, позволяет нам получать доступ к своим сервисам достаточно просто в нативном для Microsoft мире. Почему в нативном для Microsoft? Потому что даже аутентификация – это то, что мы должны делать. И если, допустим, стоит вопрос о том, что нам нужно приконнектиться к нашему AOS извне, там, я не знаю, там, из Apache или еще из чего-то, да, не Windows подобного, или из другого домена, начинают возникать вопросы, как это сделать, потому что необходимо, чтобы вы были в этом домене залогинены, и тогда, допустим, доступ в Аксапт вам будет разрешен. Так, есть, это показал, SAAP UI показал. Да?
Пример в системе показал. Примеры стандартной функциональности. Банковская выписка и редактирование цен. Ну, давайте посмотрим. У нас есть такая штука, называется банковская выписка. Возьмем, предположим, небезызвестную вам страну, которая называется Великобритания. Они очень часто используют такой формат, как называется BAI2. Они использовали четырехбуквенный STMK, или как-то он назывался. Сейчас они используют BAI2. Я не помню точную расшифровку, но смысл в том, что они пытаются привести все банки к использованию этого формата, потому что мы сами знаем, если ты начинаешь интеграцию с банком, тебе нужно сделать импорт банковской выписки. Гарантированно. У каждого банка свой формат. И под каждый банк должен писать свою реализацию. Нам ребята пошли чуть дальше, они как бы пытаются эти форматы поддерживать и договорились, что есть формат BAI2, он описан, он известен, и, соответственно, в Axapta есть реализация, как его импортировать. При этом возникает два вопроса. Вопрос первый. BAI2 – это CSV файл. Текст, разделенный запятыми, правильно? А Axapta работает с такой замечательной вещью, как XML. Как при этом Axapta импортирует? Давайте немножечко заглянем вовнутрь. Что из себя представляет BAI2 файл? Так, Open File Location. Так, сейчас что-нибудь найдем хорошее. Ну, допустим, хорошая штука. Вот это стандартный BAI2 файл. Стандартное представление. У него есть номер строчечки. 88 это, допустим, перенос на другую строчечку. Да? То есть 88 это продолжение предыдущей строки. 0.3 это финансовая калькуляция каких-то результатов и так далее. Соответственно, вот этот файл необходимо импортировать. Каким образом он импортируется? Все просто. Идем в стандартную функциональность, которая называется Cache Bank Management. Переходим в Bank Accounts. Сейчас. На специальных созданных банках со специальными параметрами становится доступна такая штука, как Bank Statements. И этот Bank Statements мы можем сделать импорт. Причем этот импорт, если мы посмотрим внимательнее, он настроен, Statements формат, настроен на какой-то inbound порт. Этот inbound порт Advanced Bank Reconciliation. Сейчас он работает, мы его выключим для того, чтобы показать. Ожидание. А? Ой, ты знаешь, лучше не надо. Я не то чтобы был не готов, я думаю, вы просто не готовы. Здесь замечательная штучка включена, Inbound Transform. И мы видим, что сначала необходимо сделать K3 BAI2 CSV to XML, а потом K3 by XML to rec. Это, мы можем посмотреть на эти трансформации, это обычные XSLT трансформации, смысл которых следующий. Эти ребята, вот этот файл, засовывают в XML с одним тегом CData. Теперь мы его можем обрабатывать AIF. Первая операция. Вторая операция, но она происходит там в бэкграунде. Вторая операция. Они вот этот вот файл, сейчас, где он? Закрыл? Сейчас откроем еще раз. Они этот файл внутри XSLT трансформации считают запятые и делят по запятым. И написана огромная логика, которая вот этот файл преобразовывает к первому виду нормального XML файла. Вторая вот эта трансформация,
вот этого by XML to rect, она позволяет привести к формату, пригодному для импорта в Axapta. Я сначала думал, что это ерунда. Более того, когда возник вопрос, ерунда в плане того, что это неправильно, а когда возник вопрос о том, что есть какие-то ошибки в XSLT трансформации, я познакомился со всеми прелестями дебагинга XSLT трансформации, а также его модификации. Ну, удовольствие малоприятное, я вам скажу, потому что достаточно негибкий язык, и очень много сил затрачивается на то, чтобы что-то понять или изменить, особенно в этой замечательной логике, когда вот это вот внутрь по запятым, он входит в рекурсию. Там достаточно все интересно написано. И ну, наверное, может, я не знаю. У меня была конкретная задача о том, что они хотят в каком-то поле получить еще какую-то информацию из вот этого файла. Я пытался ее каким-то образом достать. А потом я понял, что на самом деле, несмотря на то, что BAI 2 у всех один на всех, у каждого банка он все равно свой. И мы можем всего лишь навсего первую трансформацию в текст, условно говоря, в текстовом редакторе немножечко править, при этом не править программную реализацию второй трансформации и не править то, как дальше банковская выписка работает. Поэтому здесь они разделили на такие кусочки с тем, чтобы было, как это сказать мягко, легко вносить правки. То, что вот здесь простой консультант не внесет правки, я больше чем уверен. Ну, единственное, что если мы с вами не станем когда-то консультантом. Вот. Другое дело, что это сейчас работает, и мы к этому должны быть готовы. О том, что стандартный импорт, предположим, банковской выписки BAI 2 формата работает через вот этот механизм, через стандартный аифовский механизм. Да? Все замечательно. Следующий пример. Так, вопрос я вижу, да? Нет вопроса. Да. Следующий пример, он интереснее. Интереснее тем, что, как это, вы перестанете, может быть, зевать. Да, конечно. Этот файл, трансформацию by... Тебе показать файлик? Да. Другой человек писал? Да. Ты? Не, я на такой не способен. Я на такой не способен, потому что я скажу, вот эти вот все, давайте я открою на экране, так будет интереснее, по крайней мере, посмотреть, что оно из себя представляет. У меня это презентационный ноутбук, я не владею всем ассортиментом необходимых программ предустановленных. Вот первая трансформация. Мы сейчас просто сделаем, ой, елки, две операции таких вот, прошу прощения. Вот она первая, мы это все выделим, наверное, сегодня. Ну, ладно, поступим по-другому, поступим проще. Все эти вещи с BAI принято хранить, да, здесь такие традиции, здесь такие устои, принято хранить в ресурсах. Несмотря на то, что мы их все равно загружаем вот в это окошечко через файл, который сохраняем предварительно на жестком диске, все равно в ресурсах. Почему? Потому что релизим, потому что на клиента передаем и так далее. Соответственно, мы можем зайти в ресурсы, К3, ну вот он первый, сделать ему open и сделать ему экспорт. Ну, допустим, экспорт. На десктопе как-нибудь назовем XSLT. Save. Да? Так, теперь на десктопе. Есть он? Нету. Вот он. Мы его правильно откроем. И language, пусть будет XML, где-то похожи. Он большой, в нем много строк, как то 1400, 1500, да? В нем очень много логики, ну и встречаются иногда, вот видите, мои комментарии о том, что в 2014 году я что-то здесь где-то делал.
Ну, 1400, да, это не 14 тысяч. Чуть по-разному. Но, вы знаете как, это как в том анекдоте. Мы это потом, я надеюсь, вырежем, да, когда говорит о том, что деньги закончился, пошел играть там в 21 или в блэкджек, там, а он мне говорит 21. Я ему говорю, а покажи. А он мне джентльменам верят на слово. И тут мне карта пошла. Да? Так приблизительно и здесь. Все бы ничего. Вот я мучился до тех пор, пока не понял, как делать включение .NET внутрь XSLT трансформации. Тогда я написал первую функцию. Первая функция, которая позволяла мне получить назад контейнер, не контейнер, а номер значения по переданной строке. Я, допустим, передаю ей строку с запятыми, да, и говорю, дай мне третье значение, возвращает. С одной стороны, это немножко неправильно, с точки зрения того, что мне нужно получить 5 значений, я 5 раз их сделаю. С другой стороны, это позволило достаточно просто решить мою задачу, а клиент на производительность не жаловался. И выглядело это приблизительно так. Делается вставка о том, что C#, и внутри в CData теге этой XSLT трансформации описывается кусочек кода на C#. Ну вот моя getString_value by index. Да. И тут мне карта поперла. Надо было выбрать. Когда у нас будут искать людей, готовых выполнить XSLT трансформации, я тебя буду иметь в виду. Вот. Большую часть XSLT часть. Честно XSLT тебе показать? Конечно. Там ничего интересного, но... Какой-то готовый вариант? Это... Не-не-не-не. Это есть стандартный шаблон. Просто почему мы назвали его проектом, ну там, ближе к той компании, которую делали, потому что мы его меняли с точки зрения логики. Мы оставили существующий клиент, в любой момент может к ней вернуться. И плюс он может использовать нашу логику. Всего лишь на все. Поэтому, не-не-не, я этого не писал. Я только модифицировал кусочками. Клиенту можно было сказать, что писал. По тому времени, которое было потрачено, клиент так и думал. Потому что, правда, XSLT это достаточно тяжелая тема. Тем более здесь используется версия 1, которая очень много чего не поддерживает. Но самые-самые зачаточные какие-то вещи. И достаточно тяжело. Так, это первый пример. Второй пример, он чуть интереснее, чуть живее, наверное. Заключается он... после импорта все выглядит как бы вот приблизительно таким образом. Обычные записи в обычной формочке, ничего как бы сверх того, что мы видим обычно, не происходит. А эти внутренние механизмы, они сами по себе интересны, потому что они есть. Второй пример, чем он интересен? Тем, что мы можем с ним сталкиваться и не совсем даже полагать, как он работает. Например, мы идем какой-нибудь procurement and sourcing. Попал. Price discount agreements, и что-нибудь, допустим, landed cost. Lines. Есть линеечка? Отлично. У нас здесь есть линеечки. Замечательные линеечки, которые мы можем редактировать. Одно дело, когда этих линеечек там 5, другое дело, когда нам нужно отредактировать, предположим, 500-700 линеечек. Да? И когда у нас параметры очень сходные, редактировать в Axapta по сравнению с Excel не очень удобно. Люди, писавшие этот кусочек, они это поняли и сделали замечательную функцию, которая называется Edit in Excel. Жмакая на которую мы ждем, как запускается Excel. Он открылся. Он понял, что это Price Disk Agreement 502 по номеру журнала. Давай. В следующий четверг вы увидите вторую серию. Он загружает данные. Вот. Это самый интересный вопрос.
Он их загрузил. Мы можем их здесь редактировать, как нам нужно. Более того, такая замечательная штука, как Dynamics Axe, закладочка, позволяет нам даже делать add row, вставлять данные столько, сколько нам нужно, пользоваться всеми функциями, формулами Excel и так далее. И потом интересная штука, например, называется Publish. Например, мы какое-то значение хотим изменить. У нас было одно, а стало другое. Вот здесь amount in currency, да, было 0, а мы здесь, там где нолики, сделаем двоечку раз и двоечку 2. И нажмем Publish. Я надеюсь, что оно все-таки быстрее сейчас работает, чем открывалось. Нет, это на самом деле связано с тем, что сейчас идут maintenance процедуры, связанные с тем, что большинство приложений запустило перекомпиляцию, и сейчас идет большая нагрузка на сервер. То есть ни больше, ни меньше. Работает оно достаточно шустренько. Сделала закладочку, которая сказала о том, что 2 записи было отпублишено. И если мы перейдем назад в этот журнальчик, нажмем волшебную клавишу F5 и нажмем, она здесь не работает. Подождите, я умею. Вот. Видите, двоечка раз и двоечка 2. Вот двоечка раз, а вот двоечка 2. Это то, что к нам пришло из Excel. А если мы посмотрим, да, не будем заполним эту паузу. Если мы посмотрим, как это реализовано, на самом деле есть аифовский сервис, который построен на этой штуке. Открывается темплейт Excel, который лежит в ресурсах. Открывается этот ресурс в Axapti и загружается через него данные. Через него же они и постятся. То есть этот AIF, в принципе, можно было бы настроить и через файл. Никто не мешал бы подсовывать ему файл и импортировать. Я просто хочу сказать, что AIF достаточно интересная штука тем, что, во-первых, она универсальна. Вы, построив один раз какой-то интерфейс, можете использовать разные способы доступа к этому интерфейсу. Во-вторых, эта штука интересна тем, что очень многие вещи автоматизированы. Тем, кто когда-нибудь занимался импортом XML-файла, они знают, что у нас XML-файл приходит как нечто текстовое, да, и мы должны считать теги. Этот тег, да, значит это данные. Этот тег, да, значит это данные. В случае использования AIF мы получаем распаршенные объекты, и нам вот этой рутиной заниматься не нужно. Вот, что еще? Как-то грустно. Да-да, сейчас так и сделаем. С одной стороны, эта тема, сложна для восприятия, особенно кто не в теме. С другой стороны, просто те, кто не в теме, должны понимать из этой темы 2 вещи. Что первое, есть такая технология, второе, эта технология достаточно проста в использовании и стоит ее использовать. И третье, что желательно ходить на темы подготовленные. Видите, Custom Services. Будьте добры, почитайте что-то хорошее. Придите. Да. Нет, приходите к нам учиться, вопросов нет. Другое дело, что будет здорово, если хотя бы базовый уровень уже будет. Так, презентацию. Я сейчас покажу этот самый. Рано еще. Да, редактирование цен. То есть получается, что относительно не трудоемко можно прикрутить такой функционал, как часть программы, которая запустит. Вот такой трудоемко, как цены, потому что там вложено. Там они внутри прописывают этот сервис в шаблоне Excel и так далее. Другое дело, что импорт какого-то простого файлика XML можно сделать на раз, два, три. То есть я показываю возможности и то, что уже есть, что можно посмотреть готово. А то, как вы их будете уже использовать, это второй вопрос. Очень удобно и быстро делать интеграцию, даже не столько импорт текстов, как данных.
потому что документ все-таки затриггерить какую-то логику. Тогда я расскажу, пока загружается, я расскажу, с чем столкнулись и что хорошего сделали. Столкнулись со следующими вещами. Первое. Клиент попросил сделать замечательную галку в том, что у нас есть входящий документ, и сделать логику, которая позволит нам импортировать либо весь документ, либо его частично. Соответственно, на inbound порты мы здесь вынесли галку. Сейчас. Reject весь, отклонить весь файл в случае возникновения ошибки. Ну, это то, что интересно, да? Потому что возникает такая ситуация. Аксапта не предлагает эту штуку, и то, что проимпортировалось, что не проимпортировалось, не проимпортировалось. Ну, откровенно говоря, бардак. Поэтому здесь мы хотя бы этим процессом немножечко можем управлять. Возвращаясь к файлу сервиса, сейчас. Вот, price disk сервиса отвечает за эту штуку. Более того, вот по вот этому адресу, если перейти, где наш Explorer, то мы видим структуру этого VSDL. Можем смотреть, из чего он состоит, из каких частей этот VSDL состоит вовнутрь. И, в принципе, можем к нему обращаться из .NET сервиса. Не обязательно это делать через Excel. Можно написать свою программу и делать, собственно говоря, через свою программу. Поэтому АИФы сами по себе достаточно замечательная вещь. Я помню, в 4-й Аксапте мы делали проект по импорту большого объема данных через XML. Мы посмотрели на АИФ и сказали, ой, да бог с ним, это очень сложно. И писали свою обработку XML-сообщений. Парсили их, там, вложили куда-то. А если бы меня сейчас назад и встал вопрос о выборе АИФ, не АИФ, я бы однозначно выбрал АИФ. И просто вот ребята, которые здесь, на Украине, предположим, да и в России тоже работают, их много, не используют эти технологии, потому что не до конца понимают, не до конца знают. Смарт-толксы в том числе нацелены на то, чтобы склонить их в правильную сторону и показать лучшее, что есть, собственно говоря, в Аксапте. Так, с этим есть прогалки. Рассказал по поводу инбаунда порта. Да? Так, это мы уже есть. И еще мы сделали замечательную штуку, хотел показать. Столкнулись с такой проблемой. Когда мы делали какую-то выгрузку, да, то в документ-сервисе есть такая возможность. Сейчас покажу. Нет, не здесь, прошу прощения. Это же inbound, outbound. Есть возможность ограничивать количество записей в XML-документе. Понимаем, что если мы выгрузили 3 миллиона записей в одном XML-документе, какая бы у нас система не импортировала это, она никогда в жизни не заимпортирует, потому что это огромный файл, и система такими операциями не ворочает. По этому поводу в Outbound сервисах была придумана такая настройка, которая позволяла ограничивать количество документов в файле. Всем настройка хороша, кроме одной замечательного минуса. Если, предположим, вы поставили ограничение в 200 документов, а у вас 400, это значит, что 200 будет выгружено, а 200 не будет выгружено. Нет. Вот как-то думать по поводу этой логики. Вот логика сейчас работает так, что она документов насчитала нужное количество и обрезала. Сколько обрезано, куда не делись, никуда не делись. Да. Вот здесь есть настроечка такая. С этапом мы можем ограничить количество выгружаемых документов. Они не выгрузятся при следующем запуске? Нет, в том-то и дело, что они просто обрезают. Достигли документ-сервис и обрезали. Мы столкнулись с тем, что вот у нас по 650 мегабайт XML-ки выходят, если ничего не делать. И мы поняли, что это нужно каким-то образом делать. Что придумали? Придумали использовать эту штуку, просто написали свой функционал. Этот функционал коллекционирует все записи в одной
скажем так, сущности в одном дата-контракте, а потом, когда начинает вставлять в очередь, вставляет кратно количеству, делит вот этот вот объем записи кратно количеству, на которое нужно разделить. И получается, что у нас в очереди стоит много сообщений, которые нужно выгрузить. А дальше в зависимости от того, какой параметр параллелизма стоит в выгрузке, то там батч пытается выгрузить столько потоков очередей одновременно, сколько может. Потому что выгружается это все батч. Да? Что еще использовали? Использовали еще такую замечательную вещь. Опять куда-то сбежал. Как параллельность загрузок. Ну, параллельность загрузок здесь она тоже интересная. Как интересная? С особенностями. Здесь есть такая штука, называется галка процесс Request in Parallel. Позволяет обрабатывать потоки входящие в параллельном режиме. Что это значит? Это значит, что если к вам пришел файл с 100 тысячами записей, значит он один весь импортироваться и будет. Эти 100 тысяч записей одна за другой. Но если к вам пришло 10, предположим, файлов, то все эти 10 файлов становятся с помощью batch мультитрейдинг, они становятся в потоке и пытаются заимпортироваться в мультипоточном режиме. Но при этом со всеми вытекающими, с точки зрения апдейт конфликтов и так далее. Все. Где-то так. Посмотрим, что у меня есть в плане. Нет. Да. Что сделал? Сказал. Сделали, в принципе, две хороших модификации, я думаю. А с чем столкнулись? Столкнулись с тем, что, как Виктория рассказывала, иногда достаточно тяжело описать, выполнять изменения. Если вы дата-контракт сделали, если вы сервис задеплоили, если вы уже начинаете тестировать и понимаете, что вам необходимо еще, допустим, какие-то методы, то здесь начинаются танцы с бубном. И бросить жалко, и нести тяжело. Но спасает такие вещи, как очистка XPPL, рестарт AOS, соответственно, перекомпиляция и перестроение сила. Еще иногда спасает обновление, нажатие на кнопку обновления в формочке AIF Services. Но Виктория говорит, что если мы на сервисе правой клавишей нажали и сказали ему deploy, то в принципе это равносильная операция. Вот. Как-то так. Литература. Раз вопросов нет, я не буду останавливаться. Литература. Виктория давала хороший пример со ссылкой на Dynamics AX 2012 R2 Services. Замечательная книга. Стоит 29 или 25 фунтов. Весьма рекомендую купить, почитать, для того, чтобы понимать, что будет завтра. Потому что завтра будет семерка от такой вещи, как C-Separation Framework, они все равно не откажутся. От дата-контрактов, а вы видите, дата-контракты решают очень много задач. Вот, они не откажутся, и поэтому всего лишь навсего они будут их расширять, углублять и улучшать. Да? Все, что хотел сегодня рассказать, я рассказал. Может быть, немножко затянул, прошу прощения. Если есть вопросы, что-то показать еще, пожалуйста. Если есть вопросы, что-то рассказать еще, пожалуйста. И я помню про два вопроса, которые остались в чате. Я так рад, что нет вопросов. Тогда спасибо. Я с чатом остаюсь, кому интересно, тоже оставайтесь, по крайней мере, по этому вопросу. Анонс. У нас со следующего Smart Talks начинается серия бизнес-каурсов.
Что это значит? Это значит, что технологии, о которых мы рассказываем, в принципе, это замечательно. Но Axapta, к счастью, гораздо шире, чем технологии и чем наши знания в этих технологиях. У Axapta замечательный функционал. И по этому функционалу мы тоже хотим с вами делиться своим опытом. Хотим, чтобы общие знания и возможности их накопления с каждым толксом росли не только у нас, но и у вас, у наших любимых слушателей и смотрителей. Поэтому приходите к нам на бизнес-толксы по Axapta, мы будем рады вас видеть. В этом пар-методе 2 AIF Collection атрибута. Окей, хорошо, давайте мы с Эрнестом попробуем открыть. Вы помните, Эрнест, вы с нами? Если вы помните название, вижу с нами. Вы помните название класса или хотя бы из какого опера? Это был Retail Gift Voucher или это были прайсы? Ваучер, отлично. Эта тема мне близка. Retail Card, что-нибудь. Вот импорт-сервис. Ну, раз вы остались, то я хотел бы рассказать еще об одной штуке. Она такая маленькая, мы ее потом перемонтируем куда-то в серединку. Смысл в следующем. В том, что у нас есть сущности какие? У нас есть дата-контракты, у нас есть сервисы, в которые приходят эти дата-контракты каким-то образом внутри обрабатываться. При этом я свое видение этого процесса хотел бы описать. Разработчики, которые пытаются вот этот класс нагрузить логикой по обработке вот этого сервиса, они в принципе замечательные разработчики, потому что они пытаются не расширять что-то, чтобы не запутаться или не забыть. Но они наступают на грабли и получают потом этими граблями полу. Почему? Потому что, во-первых, вот эта логика, когда пришел класс и мы что-то начали отработать, ее тяжело дебажить. В случае с аифами такая дебаг вообще идет через Visual Studio. Visual Studio тяжело, потому что это не нативно на текущий момент по отношению к Axapta. Гораздо проще сделать следующим образом. У вас есть вход сервиса, но, предположим, вот метод называется Create Retail Gift Card. Это вот entry point атрибут true. К нам пришел лист. Мы при этом вызвали какой-то метод, который обрабатывает этот лист. А всю логику о том, что передали туда лист, о том, что транзакции там открыли, закрыли, реализовали здесь. Так, FN 12. FN 12. Да. При этом, если мы попытаемся вынести обработку этого контракта в дополнительный класс, какой-то апдейтер, это нам позволит в дальнейшем легче тестировать эту логику и легче править. Например, если мы захотим написать какой-то класс тестер, есть их у меня немножечко, которые... Сейчас. Я их проскочил. Которые, предположим, какие-то базовые параметры берут и тестируют логику, правильно мы передали, неправильно передали. Когда мы разрабатываем, мы много раз запускаем какие-то примеры для того, чтобы тестировать. Если это делать через этот класс, внутри которого засунута еще и логика по проверке, по вызову этого сервиса, то получается ерунда, и потом этот класс тяжело использовать, предположим, в каких-то сходных обработках. Предположим, у меня необходимо создавать условно заказ на продажу, импортирую, да, создаю заказ на продажу, импортирую его. Но при этом у меня поступил еще запрос о том, что при совершении какой-то операции мне тоже нужно делать заказ на продажу. Я же могу общую логику создания заказа на продажу вынести. Поэтому сразу разделять вот этот класс, который отвечает за сервис, за запуск сервиса, от логики, которая будет выполняться непосредственно с данными. Это позволяет проще работать. И вот, например, класс, который тестирует вот эту вот логику, связанную с дата-контрактами. Это то, что я вам рассказывал. Это обычный класс. Мы с вами проходили такую замечательную штуку, как автоматическое тестирование, да, и юнит-тестирование. И вот это как раз класс, который дата-контракт заполняет вручную.
моделирует какую-то ситуацию и потом пытается понять, эта ситуация отработала хорошо или нет. Asset true, если количество записей вставлено, не вставлено и так далее. Таким образом, внося какие-то данные, я уже не трогаю сервис, я не трогаю объявления сервисов и методов, в которых entry points, да? Они у меня написаны, они у меня живут, и они у меня не меняются. Я меняю логику уже сервисных классов, я тестирую непосредственно сервисные классы. И это можно делать в самом дебагере Axapta без использования того же Visual Studio. Так, это я отвлекся. Тем не менее, здесь есть дата-контракты. Мы говорили о том, что их два. Мы говорили о том, что вопросы у нас есть. По-моему, sample 1, группа, contract класс, parm, резан, код, метод, по-моему. Давайте посмотрим. Степ 1, parm, резан, код. Да, есть. Data member атрибут. А if collection атрибут, значит в другом методе. Там был класс самого сервиса, там был метод, который, собственно, sys point, и там было написано if collection type атрибут. Давайте посмотрим. Да, Первый это был параметр, а второй это то, что возвращает. Там было два. здесь? Нет, это в другом смысле. Давайте ритейлы мои посмотрим. Гифаучер посмотрим. Steam. К нам приходит что-то типа gift voucher card. Приходит как sys-entry point атрибут, а if collection атрибут параметр. Ну, может быть, описка какая-то банальная, либо еще что-то. Вот это параметр. Еще был второй, это return. Да. Метод возвращал тоже. Давайте полистаем все, может найдем. Значит, не здесь. Еще хотел сказать об особенностях. Я рассказывал сегодня про нацию. Я хотел сказать следующее, что в случае использования HTTP адаптера есть такая замечательная штука, что Microsoft рекомендует, кроме parm методов, на дата-контракте не иметь никаких других методов. Мы столкнулись с тем, что у нас адаптер файл работает шикарно. Когда мы пытаемся его запаблишить в Internet Information Service, он выдает ошибку о том, что все неверно. До тех пор, пока мы не снесли все методы, которые не относятся к parm. С чем это связано? Мне кажется, это связано с недобросовестной работой кого-то там, или разработчика, или тестера, или еще чего-то. Да? Вот. Но такие вещи есть, и, к сожалению, их очень тяжело выудить, а первоисточников очень мало. Так, значит, было в другом. Reason count, enum. Так, давайте посмотрим. Откроем весь дата-контракт и по нему прищелкаем. Наверное, вот это, да? О, я слышу, да, это он, да? Я не вижу, просто я слышу ухом приходящих два. Хороший вопрос.
на который у меня, наверное, нет ответа. Я не знаю, почему так написано. В том числе, возможно, потому что так есть в примерах. Ну, так я видел, если мы хотим возвращать список там. Ну вот смотри, Да. если мы хотим возвращать список, вернемся опять же к моим дата-контрактам, да, где у нас... ой, да что ж это такое? Все повисло. Что это было? Отлично. Упс. Ну ладно. Да. Конечно, хорошо. Я хотел сказать вот эту штуку, что здесь, когда мы пишем transaction list, да, получается, что когда transaction list туда-сюда, мы когда говорим о том, что это входящий, еще и return type. Ну, честно говоря, я не задумывался. Я написал и написал. Поэтому добросовестно ответить на ваш вопрос я не могу, но обещаю подумать. Ну и пожалуйста. Ну да, как инструкция, когда мы деплоим его, оно же должно узнать список, чего мы деплоим, и список, с чего мы возвращаем, чтобы сгенерить existing правильно. Да, да, наверное, да. Сообщаем, там список вот этого. Так что так вот. Хорошо. Насим, предлагаю пойти по домам. Спасибо вам за то, что дотерпели до конца. Все, всем пока.